Друзья, всем привет! В сегодняшнем ролике я хочу вам рассказать, где достать деньги. Эта тема, мне кажется, интересует каждого, всех и вся. И, конечно же, будет актуально и простым людям, и рабочим, и врачам, и учителям, и людям, которые работают в интернете. В общем, эта тема для всех. И если вы меня сейчас поймете, услышите, сделаете выводы, то у вас всегда будут деньги. У меня уже немаленький опыт, я занимался продюсированием, возил коллективы по городам и странам, делал концерты. Второе, я открыл с нуля свою фирму по производству конфет ручной работы и, в принципе, добился оборота 1,5 миллиона в месяц рублей. И потом 3 года назад открыл булочную в Швейцарии и сейчас занимаюсь конкретно ей. И вот как раз живя и работая в Швейцарии, я понял очень интересную вещь. То, что в Швейцарии все делают качественно. Вот в этом, наверное, и есть главная заслуга Швейцарии и их большой плюс. То, что люди в Швейцарии делают все ответственно, качественно и четко. Начиная от часов, сыра и заканчивая различными продуктами, как Nestlé и все остальное. То есть к чему я хочу подвести? Вот в России у нас такой менталитет у русских людей, да? Каждый человек хочет как-то урвать, обмануть, облапошить другого. То есть у нас как-то вот это в крови, да, вот, например, если делать какую-то продукцию или что-то там придумывать или какие-то услуги оказывать, надо максимально сделать все это некачественно и максимально сделать так, чтобы обмануть своего покупателя или клиента. Расскажу по своему опыту, когда я только открывал свой бизнес по конфетам. У меня вот самая главная была цель, я тогда перешел на сыроедение, стал питаться овощами и фруктами. И самая главная цель была у меня придумать такой продукт, который могли бы употреблять сыроеды, вегетарианцы, и который был бы очень качественный, вкусный, недорогой и полезный. Я стал изучать, смотреть, комбинировать рецепты, пробовать все это. И у меня получился продукт, конфеты шоколадные, да? И, конечно же, для себя, для своих близких, для родных, когда я все это готовил, я брал только лучшее какао-масло, лучшие какао-бобы. Продукция вся у меня была качественная, из-за этого вкус был вкусный. Вкус был достойный. И когда я давал это пробовать своим знакомым, все говорили: ой, господи, какие же вкусные конфеты, это совершенно не похоже на магазинный шоколад. В общем, потихонечку я все это развивал. Сначала на кухне готовил, потом офис открыл, потом у меня партнер появился, потом мы начали вместе все это уже поставлять в магазины в одни, вторые, в третьи. И, конечно же, когда у нас начал расти оборот, когда у нас начали расти целесообразно этому, расти расходы, то захотелось как-то начать экономить. И мы стали искать какао-бобы менее хорошие, да, более низкого качества, какао-масло, может быть, не такое. И так стало получаться, что клиенты стали отваливаться в определенный момент. То есть клиенты начали отваливаться, и мы подумали, что-то мы делаем не так. Да, мы стали зарабатывать больше денег, но если клиенты отваливаются, соответственно, потом будет просадка. И мы опять вернулись к тому, с чего начинали, то есть стали пользоваться опять продукцией, которая более высокого качества. И опять, конечно же, люди это почувствовали и вернулись обратно к нам и стали нашими опять постоянными клиентами, и это было очень приятно. И я хочу подвести к чему. Когда мы занимались конкретно, продукцией, нам же нужны были фотографы, нам нужны были люди, которые занимаются сайтом, ведут группы онлайн и все остальное, так называемые фрилансеры. И у нас, например, был один фотограф, с которым мы договорились, что он снимет нашу продукцию и через, например, 3 дня отдаст нам фотографии обработанные, красивые, чтобы мы их использовали на сайт. Обычно фотографы просят деньги вперед, то есть мы платим фотографу, через 3 дня фоток мы не получаем. Получаем через неделю ответ, что извините, у меня времени нету, я заболел. Через 2 недели он нам говорит, что извините, я куда-то уехал, а через 3 недели он говорит, что у нас что-то сломалось, компьютер, и я не могу вам фотки пока прислать. А потом он в итоге через 3-4 недели все-таки скидывает фотографии, но не те, которые мы заказывали, качество не то, которое мы обговаривали. И мы говорим: слушай, обработай, пожалуйста, так, как мы договорились. А он говорит: доплачивайте мне опять. Конечно же, что в таком случае мы сделали? Просто послали его на 3 веселых буквы и сказали, что больше мы с тобой работать не будем. А если бы он все сделал качественно, красиво
и суперские, то мы бы с ним бы работали и были бы его постоянными клиентами. Также можно привести пример и с людьми, которые ведут группы ВКонтакте, которые делают сайты. Тоже на берегу мы обговариваем одно, договариваемся, что вы будете там выкладывать по 2 записи в день, что это будет там ежедневно, то-то-то. Проходит ровно там 3-4-5 дней, и человек пропадает, человек заболевает, человек говорит, что я не успеваю, что у меня свои дела, и что это все не мое. И в итоге, получается, мы опять с человеком прощаемся. То есть, если бы он свою работу делал качественно, то он бы и зарабатывал. Если бы он делал свою работу прекрасно, с энтузиазмом и с душой, то мы бы рекомендовали его другим людям, другим своим коллегам, друзьям. И, соответственно, у человека росли бы деньги и росло число клиентов. Также и с персоналом. Очень много к нам тоже приходило людей, которые устраиваются на работу, например, на фасовку в продукции. Приходит человек и говорит: мне много денег не надо, вот я там на 20 тысяч готов, я сыроед, я все буду делать. В итоге проходит неделя-две, он говорит: ой, и он начинает меньше работать, меньше что-то делать, какого-то энтузиазма, начинает опаздывать. И вот в этом вот и есть черта русского человека, что как-то начинается вот все спустя рукава через какое-то время делаться. Я считаю, это очень большая ошибка, и поэтому у русских людей в основном такие проблемы с деньгами, проблемы с работой, но они всегда в кого-то винят. То есть мы всегда виним начальство, мы виним евреев, которые сидят в государстве, мы смотрим на ютубе ролики, что там масоны все заполонили. Но, ребят, я вас просто призываю к тому, что начните с себя. Начните с себя как-то, да, будьте более ответственны, более открыты, более, то есть серьезнее. И вот когда я приехал в Швейцарию, через какое-то время я открыл бизнес, булочную, да, начал заниматься булочной. И у меня тоже была такая черта, я думал, сейчас я сделаю бизнес по-русски. Так, найду, где там что подешевле закупить, так, найду, где там самое дешевое сырье, чтобы там потом все это сделать, испечь. И вы знаете, это не прокатило. То есть до этого булочной, которой я занимаюсь, она была уже 20 лет, и человек, семья, которая занималась до меня, она, все делала качественно, то есть по швейцарским стандартам, да, там, если мясо, то оно самое лучшее, если овощи, то самые свежие, если там сыр или молоко, там, да, только там высшего качества, то есть можно и дешевое покупать, но они всегда держались именно высокого качества. И, соответственно, клиенты уже привыкли к этому качеству. А в Швейцарии, в чем еще загвоздка? В России почему все друг друга обманывают? Потому что очень много людей, как говорится, очень много лохов, да, которых можно сегодня развести, а придет еще один. Там я от другого кину, там третьему пообещаю что-нибудь, кину его, 4-й придет, все равно найду лоха. И у нас постоянно вот все, во всех сферах. Вот, тоже еще раз отвлекусь. В Инстаграм, например, да, тоже мне недавно паренек написал: ой, я вот продвигаю Инстаграм, вот у меня суперская тема, давай я буду тебе помогать. Я говорю: давай, пожалуйста. Давай мне предоплату. Я начинаю. Я говорю: так ты начни сначала. Он говорит: я тебе 50 тысяч человек приведу в Инстаграме, вот там заплати мне 5 тысяч, я начну делать. Я говорю: если ты 50 тысяч приведешь, приведи мне хотя бы 500 человек, я посмотрю, как ты работаешь. Я посмотрю, как ты вообще себя покажешь, и тогда я тебе готов хоть сразу заплатить деньги. Нет, вот высылай мне предоплату. Вот, и я считаю, что это неправильный подход. То есть, если вы что-то предлагаете, если вы какую-то услугу оказываете, сделайте хотя бы что-то на пути к этому, да, чтобы показать, как вы работаете, какое у вас качество, как вы вообще, если вы себя цените и себя уважаете, то и вас будут ценить, и у вас будет потом много заказчиков благодаря этому. И вот, в общем, в Швейцарии, отвлекся чуть от темы, в Швейцарии начал я этой булочной заниматься, и пошло. Значит, начал что-то там выискивать, туда-сюда, экономить, и клиенты начали отпадать. А в Швейцарии очень мало людей живет. Одному не понравилось, он больше не пришел. У тебя уже минус в кассе. 2-3 не понравилось, все, у тебя еще больше минус в кассе. А если эти 2, 3, 4 человека еще и расскажут своим друзьям, знакомым, которые тоже клиенты твоей булочной, то у тебя клиентов вообще не останется. И живя в Швейцарии, я понял, что надо все делать качественно. Если вы свой авторитет испортите,
то будут люди, которые потом вам не сделают никакой рекламы. А это хуже всего для бизнеса и для любого рода деятельности. Один раз тоже вот нашел паренька ВКонтакте, который делает портреты. И я говорю, ну нарисуй мне портрет вот такой-то, такой, мне для подарка нужно было, да, вот там человеку сделать подарок, портрет. Сделай мне. Ну, договорились на 1000 рублей. Я говорю, ну давай так, если мне там что-то потом не понравится или что-то это, мы какие-то доработки можем сделать? Да, конечно, да, вот всегда клиент прав, там туда-сюда. Ну и что получилось? Он мне также обещал там за 2 дня нарисовать этот портрет. Вот, ну, я ему, конечно, предоплату сразу полную скинул, то есть это не оговаривается даже у нас, да, в России все хотят предоплату. Вот, сделал ему предоплату 1000 рублей, ну, вот, прошло 2-3 дня, обещанный он куда-то пропал. Через неделю тоже только вышел на связь. Вот, у меня там что-то сим-карта, там я приболел, там туда-сюда. Я говорю, ну ладно, скидывай. Скидывает портрет. Я говорю, слушай, ну это совершенно не то. Ну, вплоть до того, что мы там обговаривали, что он мне сделает его в профиль, да, а он его там сделал в фас, или там в другую сторону, я не помню конкретно. Я говорю, слушай, ну ты можешь хотя бы там поделать, там что-то волосы совершенно другие. То есть я тебе фотографию одну дал, да, там ты сделал другое. Ну, доплачивай. Давай еще 500 рублей, тогда я доделаю. Я же свое время трачу, я же это... Я просто его послал. То есть, понимаете, если бы вот он мне сделал качественный, классный рисунок, не торговался бы со мной, да, не пытался как-то меня обмануть, развести, ну зачем это надо? Я потом бы посоветовал бы еще кому-то. Я бы там на ютубе про него ролик снял и приятно ему сделал, да. Но он вот так себя повел, поэтому он урвал эту 1000 рублей, сделал херню. А в итоге он потом-то ничего не получит. Это 1000 рублей, он один раз в магазин сходит и потратит ее. Просто если реально ты вот в Швейцарии нанимаешь плотника, рабочего какого-то, еще что-то, он настолько все четко и качественно тебе сделает, что потом не придерешься. А если придерешься, он скажет, да, без проблем, я исправлю, да, это моя ошибка, да, там я не прав, да, и, например, там петлю не там повесил, да, ты ему сказал, там надо чуть-чуть пониже, он скажет, да, конечно, я переделаю. Потому что, да, ты ему платишь деньги, ты заказчик, и клиент всегда прав. А у меня тоже была ситуация, когда я дом строил. В смете одно написано, в итоге делают другое, а материалы вообще третьи привозят, которые мы вообще не обсуждали. Ну что это такое за отношения? Ну да, там урвали они 150-200 тысяч рублей за там весь ремонт, да? И потом мне все, конечно, пришлось переделывать. Но дальше-то я их рекомендовать не буду. Им опять придется, конечно, лохов искать. Да, вот только счастье в том, что Россия большая, лохов много. Но, ребят, если вы хотите по-настоящему зарабатывать большие деньги, если вы хотите нормально быть качественным человеком, к которому будут стремиться люди, вы должны и вести себя качественно, хорошо, и чтобы вас ценили и, самое главное, потом рекламировали. И теперь хочу рассказать позитивную новость. Я когда начал заниматься YouTube-каналом, конечно же, сам записывал ролики, сам их монтировал, сам делал превьюшки. Вот. Но на определенном этапе, конечно же, у меня перестало хватать на это времени. И один раз мне ВКонтакте написал парень, Андрей Кириллов. Андрей, привет. Вот, написал мне ВКонтакте, говорит, здрасте, так и так, вот я делаю превью. А как-то, ну, я особо на это внимание не обратил, потому что, ну, таких смс-ок, сообщений в день приходит по 3-4 штуки. Вот, все хотят что-то предложить, но, как я сказал, что уже много раз обжигался, поэтому чуть-чуть это все проигнорировал. Через какое-то время он мне пишет опять, здрасте, так и так, вот я сделал для вашего канала вот такую-то превьюшки. Ну, просто, да, скинул мне свою работу бесплатно, все. Я посмотрел, думаю, о, прикольно. Говорю, Андрей, слушай, а умеешь ли ты монтировать видео? Думаю, раз я сейчас занимаюсь монтажом, да, сам, ну, то есть это, на это время уходит, я не против за это платить, но если буду делать в моем стиле, то я не против поработать. В общем, пока записывал ролик, у меня села батарейка, сейчас вот немного подзарядился, благодаря пауэрбанку. Ну, на чем я остановился? Я остановился на том, что Андрей мне написал, предложил свои услуги. Я их, можно сказать, сначала проигнорировал.
Но потом решил предложить ему заняться монтажом моих роликов для YouTube. Он сразу мне честно сказал: Вань, так и так, я никогда не монтировал ролики, но могу попробовать. Почему бы не попробовать, что из этого получится? И я ему предложил, говорю, давай сделаем так. Я тебе сейчас скину все ролики, которые у меня есть. Вот, ты их посмотришь, ты их изучишь. Скину тебе образцы тех видео, на которые тоже стоит равняться. Вот, ты попробуй сделать ролик в моем стиле, и тогда уже посмотрим, будем мы с тобой работать или нет. И вот в этот момент другой бы человек сказал: ой, сделай мне предоплату, заплати мне деньги, давай, я тут бесплатно не буду свое время тратить. А он сказал: нет, я готов посмотреть, я готов изучить и готов сделать, дай мне 2 дня, и потом посмотришь на конечный результат. Ровно через 2 дня он скинул мне уже готовый ролик. Вот. Ну, параллельно, конечно, я сам тоже монтировал, чтобы посмотреть вообще, насколько у нас похоже видение. И вы знаете, ролик получился прям идентичный тому, что я хотел, идентичный моему ролику, который я сделал. Ну, какие-то отклонения, конечно, были, но стиль мне понравился. Я говорю: Андрей, слушай, мне все понравилось, давай работать. И вот в этом смысле у меня сразу возникло очень большое уважение к этому человеку, потому что он не просил деньги вперед. Он сначала сделал то, что он умеет круто, и таким образом он показал, что он специалист в своем деле, даже не умея монтировать ролики, но он все равно изучил, посмотрел, добился того, чтобы мне понравилось. И после этого, конечно, отношение к человеку совершенно другое. То есть я сразу начал загружать его работой. Конечно, не всегда получается выпускать столько роликов, сколько запланировано, да, или там тот план, который мы хотим поставить, потому что есть тоже определенная своя работа, семья, свои дела. Вот. Но теперь Андрей всегда знает, что у него есть определенная сумма в месяц, которую он зарабатывает честным путем. Вот. И такого человека мне приятно показывать другим людям. То есть мне, вот я сейчас об этом рассказываю, и может быть кто-то из вас, кто занимается ютубом или только хочет заниматься, или может быть вы ведете какие-то группы ВКонтакте, вам нужно оформление, да? Вот я за этого человека ручаюсь, и я могу сказать, что обращайтесь к Андрею, он вам с удовольствием во всем поможет. То есть он погрузится в процесс, он сделает так, как нужно вам. И вот этот вот индивидуальный подход к человеку и каждому делу, которое он совершает, это очень важно и полезно в жизни. Так что, Андрей, в первую очередь благодарность тебе. Я благодарен, что ты появился на моем жизненном пути, моем творческом пути развития. Я думаю, что мы с тобой еще долго будем работать, у нас будут с тобой интересные проекты. Вот, может быть, не только ютубом ограничимся. Сейчас мы с Андреем запустили ВКонтакте группу, посвященную рецептам. То есть каждый из вас может подписаться по ссылочке вот здесь вот в описании в нашу группу. Там у нас будет выкладываться очень много интересных рецептов. Вот, даже будем рецепты делать, которые хотели бы вы, например, приготовить, но вы не можете их найти. Вы можете оставить заявку. Вот, и мы для вас заснимем совершенно бесплатно какой-нибудь рецепт интересный. Так что, подводя итог вышесказанному, я хочу еще раз обратить внимание, что если вы что-то делаете, и делаете это хорошо, и вы уверены в своих силах, будь вы продвигателем Инстаграма, или работать ВКонтакте, или вести какие-то группы, или вести тренинги, или быть спортсменом, интересные какие-то у вас проекты, не стесняйтесь предлагать свои услуги, это во-первых. И когда вы предлагаете себя и свои услуги, никогда не просите предоплату. Лучше сделайте что-то кому-то от души, и это потом вам вернется в 15, в 30, и в 100 раз, и в 1000 раз больше. И после вот этих вот манипуляций вы всегда будете знать, где достать деньги, как заработать деньги, как всегда быть с деньгами. Вот, поэтому... И сами понимаете, что у нас все-таки сарафанное радио до сих пор очень хорошо развито. И если вы кому-то накосячили, кому-то подложили свинью, кого-то облапошили, обманули, это плохо. Так вы никогда не заработаете больших сумм. Да, вы урвете 1000, 2, 10 тысяч, 100 тысяч урвете вы. Ну а дальше что? Надо же, чтобы потом вам еще и говорили благодарность, да, и были всегда
в восторге от вас. Так что, друзья, я желаю всем, чтобы у вас всегда были деньги, чтобы вы знали, как достать деньги, где взять деньги. Вот, делали свою работу качественно, хорошо, дорого и богато, и у вас всегда будут деньги. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм, вот тут на майке, а также на экранчике, инстаграм Иван Кузьминов. Заходите ко мне в друзья ВКонтакте, добавляйтесь, будем общаться, дружить. Не забывайте про нашу группу рецептов ВКонтакте. Вот, и что хочу сказать. Желаю вам всего самого хорошего, побольше денег, успехов и удачи во всем. Пока-пока и на связи.